От пациента. Заложенность носа, частые синуситы. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 23 лет, дата исследования 30 сентября 2024 года. Область исследования – околоносовые пазухи. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены, мягкие ткани без особенностей. Лобные пазухи. Пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Остеомиотальные комплексы, с обеих сторон проходимы. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта. Пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Клиновидная пазуха. Пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Сфеноэтмоидальные соустья с обеих сторон проходимы. Гайморовы пазухи. Пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Соустья проходимы. Полость носа, справа средняя носовая раковина булезного строения. Слизистая оболочка нижних носовых раковин гипертрофирована. Носовая перегородка S-образно искривлена. Смещена влево на 8 мм. Пневматизация и воздухоносных ячеек сосцевидных отростков височных костей, с обеих сторон, сохранена. Заключение. КТ-картина вазомоторного ринита, булезного строения средней носовой раковины справа, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 7 октября 2024 года. К.М. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки неправильного булезного строения средней носовой раковины справа, вазомоторного ринита, выраженного искривления носовой перегородки. Все это выраженно затрудняет прохождение воздуха через нос. Вам нужно к лор-врачу, обсудить тактику лечения, но без операции ничего не получится.